Ноги, ноги. Главное хвост, но хвоста нет, а для ног главное обувь. Первые 20 лет, конечно, можно и в кирзовых сапогах по двадцатке бегать, но с возрастом и увеличением дистанции бега комфортная обувь становится просто необходимой. А Xiaomi со своими 80 дочерними фирмами как минимум пытается нам помочь. Кто не хочет комфортную и красивую обувь с доставкой в любую точку мира за копейки. Tube 267, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые, краткие, емкие обзоры. А все свои топы товаров я делаю исключительно на то, что сам использовал и тестировал. Покупал я обувь у xiaomистов всегда по разным причинам. Иногда для того, чтобы в ней бегать, а иногда, чтобы в ней просто ходить. Да я даже сыну кроссовки от Xiaomi купил. И это на момент покупки и еще 4 месяца, пока он из нее не вырос, была его любимая обувь. Но в этом ролике не будет кроссовок по $100. Все будут в диапазоне от 40 до 60 долларов с доставкой. Ведь мы покупаем в Китае чаще всего кота в мешке не для того, чтобы тратиться. Если есть $100, можно и в стоковый магазин Nike, Adidas или Соломона пойти. А вот если нет $100 или в вашем регионе нет подобных магазинов, на помощь приходят китайцы с их Алиэкспрессом и подобными магазами. И здесь бездумно покупать вещи, которых вы даже не видели, довольно опасно. Мой ролик минимализирует ваши риски. И теперь топ-5 кроссовок от Xiaomi и ее дочек, которыми пользуется моя семья. И детских кроссовок там не будет, это ведь топ для взрослых. На пятом месте расположились кроссовки от фирмы Xiaomi Freetie Sports Shoes 19 Shoes Breathable Refreshing City Running Sneaker for Men. И еще раз напоминаю, что на все модели всего, что у меня есть в подобных топах, на канале есть подробные обзоры. А в самом перечне топов я делюсь в основном своим мнением и ощущениями от покупки. Эти кроссовки себе выбирала моя супруга на лето. И это стопроцентный унисекс. Очень классический, но в то же время стильный. Да, в 21 веке мы даже кроссовки уже можем называть классикой. Никаких фантасмагоричных упаковок у этой модели нет, как и нет больших размеров. И здесь максимум 44, что в переводе на миллиметры по стельке всего 270 миллиметров. Скудно еще как. Вот в этом китайцы точно над нами издеваются. У них продажи минимум в 2 раза бы выросли, если бы они ввели размеры до 47 размера. Не одна только Россия бы покупала вместе с Украиной. Я думаю, и Европа тоже. Надеюсь, общественность до них достучится, они будут выпускать размеры на больших и высоких людей. К слову, у меня по стельке 285 миллиметров, и это значит, я тоже безумно ограничен в выборе обуви от Xiaomi. Иначе в топе было бы уже пара 20. Коробка стандартно никакая, материал подошвы EVO, амортизационные свойства под ходьбу или легкий бег. Я вообще, несмотря на название, считаю эти кроссовки прогулочной обувью. Но когда зрители пишут мне, что в этих кроссовках ничего такого нет о чем рассказывать, здесь мне очень легко парировать. А вы знаете другие альтернативы за эту цену? Вот серьезно. С тем же качеством материалов, не похоже на все, что продают в магазинах, да еще чтобы доставили в любой регион. Нет, и я о том же. А в Москве и Санкт-Петербурге вообще подобные модели реально купить за 2000 рублей с доставкой, что чуть больше 30 долларов США, прямо из Москвы и Петербурга. По кроссовкам я абсолютно согласен с производителем, что это просто легкие, удобные городские кроссовки на каждый день. Подошва легкая, рельефная, сетчатый тканевый верх с защитой от влаги, на ноге сидят удобно. H-полиамид внутри и X-полиамид снаружи. Износостойкая ткань, которая прекрасно сохраняет свою форму, не требует специального ухода. Язык кроссовок изготовлен из мягкого воздухопроводящего материала, который образует подушку безопасности и через движение сжатия, происходящего во время бега, увеличивает воздухообмен и также помогает охлаждению поверхности стопы. Хотя еще раз напоминаю, бегать я в них не особо рекомендую. Все максимально стандартно и продумано. Амортизация, еще раз повторяю, слегка топорно, но для прогулок и очень легких пробежек самое то. Сцепление у подошвы на уровне. На мокром асфальте кроссовки не скользят. Кратко все. Кто не подписан, подписываемся с колоколом. На канале среди подписчиков раз в 2 недели за лайк, подписку и коммент. Розыгрыш Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition. А сейчас еще в розыгрыше умные часы Amazfit Bip и несколько браслетов Mi Band 4. Полные условия конкурсов, как и ссылки на обзоры этих кроссовок в описании к видео. 4 место. Здесь уже интересней. Xiaomi Midja Freetie Link Air Cushion. Это самые красивые цветастые на данный момент кроссовки Xiaomi, по моему мнению. Амортизационные свойства просто на высоте. Для баскета, конечно, не подойдут, нет фиксации голеностопа на том уровне, на котором она должна быть. А для длительных пробежек по мне тяжеловато, но это и не полумарафонки, чтобы выставлять к ним какие-то требования. Основная претензия у меня к этой модели такая же, что и к прошлой. И на мои 285 мм носить их можно за счет верха из ткани, но бегать не особо удобно. Как всегда, все для людей с размером обуви до 270 мм. Выглядит мега эпично. Стелька удобная, можно ее поменять, цвет по глазам бьет, белая часть подошвы отмывается быстро. Цвета, кстати, 2, синий и зеленый. Даже шнурки качественные, цветастые. Купить можно в Китае около 55 долларов США вместе с доставкой, это без распродаж. Хотя я покупал за космические деньги, за те же космические деньги эти кроссовки сейчас
сейчас продают в России. Высокая эластичная воздушная подушка очень хорошо выталкивает при легком беге, но для веса до 90 кг. Поддержка стопы довольно хорошая. Для прогулок, легкого бега и фитнеса самое то. Арка крепления в форме рыбьей кости крепит стопу с фиксаторами для шнурков. К этому решению они прибегали в своих моделях не раз. И я не читал отзывы, чтобы у кого-то эти кроссовки развалились или порвались, особенно в местах крепления шнурков. Ходить в них очень комфортно. Износостойкие характеристики, хорошее поглощение энергии и ударопоглощение. Высокая эластичность материала подошвы, но ее нужно разработать. Вначале будет казаться, что она деревянная. Подошва, как вы поняли, разновидность подошвы EVA. EVA Forefoot. Верх текстильный с водоотталкивающим покрытием. Логотип на язычке, ночью как шнурки, так и сами кроссовки отражают цвет на ура, хоть на дискотеку иди. Третье место занимает, как я считаю, первая версия этих кроссовок другой дочки Xiaomi, а именно Xiaomi Midge Sneaker 2. И я понимаю, что это даже суббренд другой, но согласитесь, они как копии. Эти кроссовки уже больше подходят для бега. Довольно универсальные, обладают меньшей амортизацией, чем прошлые, более простой конструкцией, но меньший вес. И здесь материал подошвы цельный, EVA, и безумно по ощущениям и внешнему виду похож на адидасовский Boost. А учитывая, сколько времени прошло с разработки этого материала и внедрения у Adidas, не удивлюсь, что Xiaomi-шная EVA ничуть не хуже. Эту пару я носил не меньше 2 месяцев и еще и планирую носить. Как говорится, для многих черный цвет и черная подошва решает. Мне такой стиль безумно нравится, и аналоги еще стоит поискать, даже несмотря на их цену. 4 варианта расцветки, цена в $39 США при заказе из Китая и безумный ажиотаж. Если вы еще ни разу не видели людей в подобных кроссовках, либо вы просто не обращали внимания, либо живете вне большого города. 2400 отзывов только у одного продавца. Белый цвет вообще икона стиля. Белый верх, белый низ. Выполнены кроссовки из нескольких упругих слоев. Минимальное количество швов, кроссовки реально удобно сидят и не доставляют дискомфорта. Дизайн минималистичный, но в то же время стильный. Отличная боковая поддержка и просто невероятно цепкая подошва. Амортизация скорее повседневная, чем для бега. До 10 км я их рекомендую. Подошва сделана по технологии Unimolding, в которой 5 компонентов из разных материалов соединяются друг с другом под высоким давлением для образования одной цельной детали. Наверное, как и все, что сейчас производят гиганты индустрии, но это уже не кустарный технологический прогресс, а ближе к топам, что в принципе значительно снижает вероятность расслаивания элементов. Система фиксации как раз рыбный скелет, как и в прошлых кроссовках, о которых я уже говорил, и состоит из 10 сбалансированных пластин и длинных косточек, образующих в совокупности своеобразный скелет, обеспечивающий прочную фиксацию на стопе и распределение равнонаправленной нагрузки. Кроссфитом я, конечно, не советую в них заниматься, но для фитнеса и пробежек они подойдут. Хотя по мне в зале нужно надевать очень тонкие носки, чтобы ноги в них не потели. Да, здесь ткань не спасает. На тыльном ремешке здесь есть также специальные светоотражающие вставки. Работают они, вам скажу, очень даже хорошо. Ходил в них зимой, подошва не скользит. И магия. В идеале эта модель есть на стопу до 300 мм. Но по факту в магазинах я встречал только белые с таким размером. Хотя это уже прогресс при любом раскладе. Второе место. И здесь уже пошли беговые кроссовки. Xiaomi Amazfit Marathon. И это уже бег. Бег чистой воды. Полумарафонки начального уровня по очень выгодной цене. Всего $43 с доставкой. 4 цвета, отличное сцепление с поверхностью. Подошва сделана совместно с французской знаменитой фирмой Goodyear. При том, что сам их лейбл нанесен на подошву. Не проскальзывает. Кроссовки легкие, быстрые и отлично сшиты. Великолепная вентиляция. И как бы пафосно для нас не звучала их реклама, она правдива. У них рельефная гибкая подошва из материала eTPU Plus с вставками из ERS материала. Технология стабилизации Mix Stability и дышащий тканевый верх с защитой от влаги. И сколько разработок не запихаешь в кроссовок, бегать все равно нам. В этом бегать удобно, приятно и безопасно. Не похожи они на прогулочную обувь и ей не являются. Бонусом идут отличные ортопедические стельки наподобие соломоновской Orta Line. Размер до 275 мм и для бегунов-любителей самое то. Хотя и не советую бегать на асфальте, эти кроссовки для жесткой поверхности бега очень даже подойдут. Первое место Xiaomi Amazfit Antelope Light. До 280 мм по стопе мне на 285 чуть-чуть жаль. Ставки сделаны, ставок больше нет. И для меня они на первом месте не из-за отличных беговых качеств, отличной фиксации стопы и великолепных отзывов. Это первые кроссовки для бега, которые я могу назвать универсальными. И как бы я ни хотел рассуждать, что все эти универсальные вещи хороши в одном, а в другом проигрывают, эти нет. Хотите пересеченку? Антилопа. Асфальт? Антилопа. Беговая дорожка или пешая прогулка? Антилопа. И стиль, и геометрия, и вес, как золотая середина. Это мое субъективное мнение, но тысячи купивших говорят со мной пусть и со страницы Алиэкспресса, но в один голос. Брать нужно плюс полсантиметра по стопе, вы ведь помните, что ноги при беге увеличиваются в размере до 1 сантиметра, и в них можно в подошву запихать датчик, благо место для этого есть. Это уже для тех, кто любит отслеживать
отслеживать свою активность. 7 цветов, но я и так вас сегодня слишком задержал, не мой это формат. И резюмирую я сегодня тем, что не было еще обуви от Xiaomi и ее дочек, которая меня бы разочаровала. И по факту качество превалирует над ценой, притом значительно. Остались вопросы, пишите в личку или в комментарии под видео, отвечу всем. Мата на канале нет, на канале есть еще топ-10 товаров Xiaomi и топ-10 беспроводных наушников до $20. Рекомендую посмотреть. Помимо них еще 260 разных быстрых обзоров. Спасибо за просмотр, что где купить, ссылки в описании, как и подробные обзоры на эти кроссовки. На что еще сделать обзор, пишем. Расскажу, покажу, обсудим. Подписываемся, ставим лайк, участвуем в розыгрышах. На канале минимум 3 обзора в неделю и один стрим чаще всего по воскресеньям. Будет завтра в 20:00. Девайсу да или нет, Польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.